Друзья, всем привет, меня зовут Дмитрий, и я наконец-то купил себе наушники для сведения, для работы с музыкой, так как мои старые, вот эти вот айфоновские, они как бы совсем не подходят от слова совсем, скажем так. Вот, давайте распакуем, посмотрим, только купил их где-то месяц назад, сейчас только время дошло наконец-то послушать, проверить, распаковать их. Вот так сразу скажу, называется Techstar, по-моему, Pro 82. Так, и пока распаковываю, давайте расскажу, почему я выбрал именно их, потому что одна из причин, которые я смотрел, это были какие-то Catom 92 модели, еще, ну, в общем, именитые бренды. Да, но у них была проблема в том, что на маркетплейсах оригинальных не было, все только китайские, скажем так, подделки, вот, которые там стоили в районе 3-4 тысяч рублей. Вот, а оригинальные я нашел, по-моему, как раз вот K92 модель была, только в одном магазине. Стоили они в районе 9 тысяч рублей. Я подумал, что нет смысла за них платить 9 тысяч рублей за наушники. Но мне, по крайней мере, сейчас они точно не нужны. Вот, эти наушники я купил за 4500, тоже на маркетплейсе. Это, скажем так, достаточно известные наушники, много отзывов про них, много тоже видео есть про эти наушники. Это китайская фирма, чисто китайская фирма, они делают копию, не помню, какой-то там модели, но по всем отзывам, по обзорам, которые я посмотрел, да, это хорошие наушники. В общем, мне надо было просто, чтобы поменять Apple-овские наушники, которых очень сложно заниматься музыкой. Так, вот так она выглядит, коробка. Вот. Techstar Pro, запечатанная, как видите. Распаковываю при вас. Посмотрим, что это из себя представляет. Да, Techstar Pro. Так, Techstar Pro 82. Чуть помятая коробка, но ничего страшного. Так она выглядит. Так, я еще говорил, наверное, 4,5, там 4600, по-моему, они мне вышли. Вот здесь у них 32 Ом, они, насколько я помню, идут. И у них есть одна фишка в плане баса. Так, давайте посмотрим, как и что это выглядит. Вот такой чемоданчик. Все серьезно. Китайские фирмы вам не другие, они любят понты, наверное, я бы так сказал. Вот такой чемодан, вот так вот он все выглядит, достаточно красиво. Вот такие вот наушники Techstar, да, как я уже сказал. Вот здесь сейчас будет видно, да? Pro 82 модель, сразу скажу, да, чтобы было видно. Что у нас еще есть в чемодане? Такая упаковка, здесь должны быть провода. Да, ну, в общем, так вот чемоданчик выглядит. Сюда можно и складывать, убирать достаточно. Ну, прикольный кейс, да, наверное. Можно и деньги в нем хранить, если у вас они есть. Вот. Давайте закроем, уберем. Наушники сами выглядят вот так. Вот Techstar Pro, здесь они регулируются, ну, как и все наушники. Говорят, что очень удобные уши у них, да, мягкие, удобные, вроде как не устают. И здесь есть штука, сразу покажу, вот это. Вот видно, да? Сейчас вот это сделаю. Вот он. 3 положения переключения баса. Для чего это сделано? Когда у вас вот в нулевом положении, вот в этом, это просто, чтобы чистый бас слышать, который у вас есть в программе, да, без всяких усилений, без превышения нижних частот. Вот, вы будете слышать, как он выглядит. Ну, как вы слышите его, скажем, не выглядит, а будете его слышать в чистом виде. Да, но одно положение
прибавляет плюс 3 дБ, второй плюс 6. Для чего это сделано? Это для того, чтобы понять, как у вас будет музыка, в частности, особенно бас, да, для этого сделано, звучать в стереосистеме. То есть вот так вот у вас, как я сказал, уже без всяких усилений, без всего, просто в наушниках для сведения вы слышите, как ваш бас, скажем так, звучит, да. Вот когда вы включаете сюда плюс 3 дБ, это получается примерно как у вас будет звучать музыка в стереосистеме, да, то есть в автомобиле или дома, где у вас нету сабвуфера, да, но просто есть стереосистема какая-то, да, там колонки и прочее. Вот, когда вы включаете плюс 6, да, получается третье положение, плюс 6 дБ, это примерно как ваш бас будет звучать в стереосистеме, где есть сабвуфер. Да, и поэтому вы можете уже, когда при сведении музыки, да, то есть понимать, да, как у вас будет звучать на нормальных колонках все это, ну, где не в наушниках, в стереосистеме, и как будет звучать, допустим, там, где есть сабвуфер. Вот это вроде как очень удобно, говорят, хорошо, это там по отзывам помогает определить, но в нулевом положении для сведения с музыкой, чтобы понимать, где у вас какие там шумы, не шумы, как все это работает, нужно нулевое положение. Еще так они выглядят. Вот. Ну и мои вот эти старые, которых, как я уже сказал, мне сравнивать не с чем будет. Да, я думаю, что они явно лучше, чем эти Apple-ские наушники. Этим наушникам они, по-моему, 5S вообще им лет 10. Ну, кстати, отдать должное, они очень хорошо работают до сих пор. То есть я их чистил, конечно, но проблем с ними нет, они работают 10 лет, да, все-таки. Вот в чем была суть. Ладно, я потом расскажу. В общем, вот так вот они выглядят. Здесь надписи. Левая, правая. Здесь что-то все на китайском. Я китайский не знаю. Скажу честно. Вот. Как я уже сказал, была модель, по-моему, К-92 очень известная, но они стоили оригинальные, по-моему, в районе 9 тысяч рублей. Примерно 5 тысяч переплачивать. Я подумал, зачем? И не стал. Лучше на эту сумму я, скажем так, сэкономленную заказал себе звуковую карту. Звуковую карту FortiRise, или как-то там так она называется. Я, кстати, выкладывал, да, там на канале, там, кто советует, не советует ее покупать. В общем, я ее заказал, когда придет, я сделаю у нее обзор обязательно. В общем, давайте откроем. Посмотрим, что у нас в коробке. Что в коробке, как говорили в фильме 7. Так. Здесь у нас, наверное, инструкция, как ими пользоваться, какие характеристики, китайская и английский. Вот. Так это все выглядит. Мешочек. В мешочке должны быть провода. Да, вот такой мешочек, кстати, для наушников. Сеточка, наверное, можно и стирать сразу. Шутка, наушники не надо стирать. Вот, и провод, по-моему, там 2 метра, если я не ошибаюсь, идет. Да, по-моему, 2-метровый такой провод. В чем очень удобно они, потому что некоторые наушники, даже которые не это бренды, у них провод нельзя было отстегивать. То есть, да, у них вот не было такого, то есть, переходника, где ты просто вставляешь, да, наушники. Провод, он был встроенный сюда, и когда провод ломался, вам надо было либо чинить, либо покупать новые наушники, а провода тонкие могут ломаться часто. На самом деле, это, мне кажется, такая проблема. Здесь поэтому сделали неудобно. Можете любой потом, если провод сломается, любой просто сюда купить и подключить. Вот. Ну, видимо, не совсем любой. Здесь какой-то, видите, не джек 5, а здесь какой-то мини-джек вообще. Если что, кстати, кто не знал, видите. Вот это обыкновенный 3,5 джек, а это какой-то мини. Да. Ну, наверное, думаю, провод все равно можно купить. Вот. Так они выглядят. Сейчас подключу, послушаю, покажу вам. Вообще, ну и скажу, что как вообще это звучит. Всем привет еще раз. Ну вот, в общем, надел я наушники. Достаточно удобные. Очень плотно сидят и такой вакуум. То есть вот, вот у меня окно открыто, я да, особо не слышно, на самом деле, что происходит. Они специально какие-то закрытые идут. И, как я уже сказал, я сравнивал наушники. Ну, как бы не сравнивал, я купил вместо вот этих. У меня были такие, да, то есть понятно, что это не самые лучшие наушники.
для того, чтобы... Ну, вот я даже сейчас говорил, у меня ощущение, что я в каком-то, не знаю, под водой какой-то нахожусь. Да. То есть, я не знаю, слышно вот так вот прямо. Вот. Я послушал, мне понравились. То есть, когда у меня положение 0, да, просто слышно чистый звук. В общем, они, если я не ошибаюсь, 32 Ома, по-моему, там не помню какие точно характеристики по громкости, но не суть, как я уже сказал, это единственное, что было за эти адекватные деньги, да, за 4500 рублей, что-то не китайскую прям явную подделку. Вот. Звучат так, ты прибавляешь на 2 положения, бас слышишь лучше, да, и прибавляешь еще плюс. Так. Вот плюс 6 дБ сделал. Да, гул прям слышно, от баса вообще хорошо. Я думаю, что как раз-таки вот эта идея, то, что как-то, когда тебе надо сводить, да, музыку, тебе нужно ставить по нулям, чтобы не слышать там избыток баса, которого, да, по сути, может быть и не быть, да, чистый звук, скажем так. И вот эти прибавления плюс 3, плюс 6 дБ, да, чтобы примерно ты понимал, как это будет звучать в стереосистеме, где нет сабвуфера, да, и как это будет звучать в стереосистеме, где есть сабвуфер. Вот это как-то так сделано. Да. Причем прибавляется только бас. И сейчас я подключу, я хочу послушать, я не пойму, по громкости они так же, или у меня просто Apple-овские наушники звучат громче. Да, Apple-овские наушники, они звучат громче. Сразу, если что, скажу, что люди, чтобы не знали, да. То есть Apple-овские наушники звучат громче, прям ощутимо. Ну, нормально так. Но в них нет баса, конечно же, от слова совсем, поэтому для меня это было проблемой, да, когда ты делаешь музыку, в которой у тебя основе все-таки бас идет. В общем, через эти наушники звук идет тише, это точно. Ну, не особо тише. Мне кажется, просто, знаете, он не особо тише идет звук, он просто не такой, нету таких завышенных верхних частот, наверное, средних частот, вот как на Apple наушниках, у тебя прям слышно вот эти, вот эти тарелочки, скажем так, в музыке. Вот здесь это так ярко не слышно, то есть здесь какой-то баланс есть. В целом, да, я пока доволен, думаю, что это, ну, лучше то, что у меня есть, это точно. Вот, и по громкости я не знаю, я опять же сказал, да, если я заказал на сэкономленный, да, там, примерно 5000 рублей, если бы я там брал К-92, которые, я не знаю, нужны мне или не нужны, да, в данный момент мне вот этих, я думаю, будет достаточно наушников, да, я заказал себе лучше хорошую, ну, как я считаю, вроде по всем отзывам, это хорошая звуковая карта, Focusrite 2.2, не соло, да, канал 2.2, которые четвертого поколения 4 ген, да, вот он должна прийти примерно в начале июля. Я обязательно сниму видео, да, для того, чтобы я заказал ее, потому что у меня там проблемы были. Behringer, он тормозит, ну и вообще в дальнейшем я хочу себе купить электрогитару, мне нужно будет ее к чему-то подключать, а к микрофонному выходу компьютера это, ну, все бессмысленно. Поэтому я думаю, что эти наушники как раз через звуковую карту, они себя хорошо покажут, очень прям здорово должно все звучать. Так что в целом, я не знаю, я, наверное, могу посоветовать цена-качество, да, то есть я говорю, много видео есть, много обзоров я почитал, посмотрел, что про них они достаточно хорошие в плане, не знаю, там, за свои деньги, вот которые сейчас есть, да, 4500 рублей, и то не так уж дешево, я бы сказал, за наушники. Так что поэтому вот такой вот обзор получился. Всем спасибо за просмотр. Видео давно не было, да, чуть-чуть там семейные обстоятельства, скажем так, не позволяли снимать видео. Сейчас начну опять, наверное, почаще снимать, радовать вас с новыми своими всякими видео. А следующее видео, кстати, будет про как установить библиотеку ВКонтакте 8, это точно раз. И еще одно будет видео, это про то, как ускорить работу DAW, да, я сделаю апгрейд небольшой компьютера и покажу, как это все сделал и насколько это быстрее стало работать. Вот, так что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, как обычно, конечно же, стандартно.
комментируйте, ставьте лайки и всем до новых встреч. Пока.